Ага. Ну что ж, снова здрасте, с вами GraD, с очередной какой-то игрухой. Так, ячейка сюда. Давай сейчас сразу по настройкам пролезу. Так, вертикалка нахрен. Полный экран. О, мне все даже на ультра выкинуло. Кай. Но я что-нибудь немножко поснижаю, потому что мне это еще и стримить. Стопудово что-то да будет подфриживать. Так, текстуру материала пускай. Сглаживание можно понизить. Если разрешение полное, то сглаживание не особо-то и нужно. Ну так, минимальное в любом случае оставляем. Постобработка пускай. Вот дальность обзора что-то мне подсказывает, что максимальная нахрен не нужна. Что за разброс, без понятия. Яркости давай чуть-чуть добавим. Ютуба ради. Ну, ага. Есть. Так. Субтитры. Окей. О! Напоминание о задании. Чувствительность это только потом. Ясно. Shift. Уклонение на пробел. Бег, ходьба. На кьюшке. Оно на кьюшке сдалось вообще. Во. Так, бег, ходьба на капс. Переключалку лучше поставлю. Цель на контрол. Может, это вот это вот как раз на... Уже назначен на гипноз. То есть тут каким-то странным образом еще продублированы кнопки. Ну, бывает. Так, выбрать цель. Control. Ну, предположим, нормально. Взаимодействовать. Атака, стрельба. Навыки по цифрам. Расходуемый предмет я вот сюда выставлю. Не самая удобная кнопка, но просто уже привык с каких-то древних игр. Так, а колесико у нас фиксация следующая, предыдущая цель. Ладно, посмотрим, но, возможно, фиксация это вообще жопа будет. ZC. Давай-ка поменяю. Вот так вот. В принципе, нормально. Включить, отключить чутье. Вот это вот я... Блять, Ладно. Странное немножко вот тут управление местами, но да ладно. Ну, впрочем, слушай-ка, они же не снимаются. Так, тогда чутье сюда. То есть оно и здесь, и здесь. Все, тогда нормально. Потому что гипноз, он только в диалогах. Чутье... Ну, считай, все логично, замечательно.
Так, окей, окей, погнали. Пойду в обычном режиме. Обычно он самый адекватный. Dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Привет, Годжес. Игра, как бы так сказать, Лондон, чума, кровавый голод. Как еще описать ее? Охуенное начало. Вылезли из кучи трупов просто. So thirsty.
What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. Ру свою загрыз. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. No, no, don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. No, please, stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Так. Now, I can defend myself. Kill that thing! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Так, там под лестницей вроде ничего. Who are you? Блин, что не так с мышкой? Даже дело не в чувствительности, у нее ебейшая акселерация на какой-то хуй. Так. Сука, каким долбоебом нужно быть, как по мне, чтобы... И фильтр, и акселерацию, блядь, делать. Еще и... Криворукие разработчики. Ну ладно, может это я просто что-то не понял. Терпеть ненавижу, когда так делают. Так. Вот звук-то вообще ни хренашенький, да? Так, здоровье, смотрю, само регенится, но до определенного уровня только. А как-то присосаться к кому-нибудь из этих нельзя? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all Привет, about? Герка. What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Аналогично. Тоже никогда не играл. Так, этот с огнеметом, походу.
Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Привет, Тритон. Ну, слушай, Горка, я могу сказать то же, что и тебе. Не хватает на новый. Смотри по бэушке. Опять же, если знать, на что обращать внимание, тем более, хер забей на Intel и Nvidia. Intel и Nvidia своих денег не стоят. Возьми AMD-шки, они дешевле. И по мощности все заебись. Что народ придумывает, ой, а вдруг чего? Да... Если человек неудачник, так скажем, у него и новое фирменное сразу сгореть может. У себя лично никаких проблем не заметил. Просто охлаждение нормальное делаешь, все заебись. Whoever did this to us, I will find them. Так. Коллекционный предмет. Угу. То есть, в принципе, ни огонь, ни солнце не убивает вампира, но может его конкретно так иссушить. Впрочем, после захода солнца он потихоньку начинает восстанавливаться. $5. Я так скажу. В современном мире настоящую независимость можно найти только у каких-нибудь... Сейчас, погодь. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. В общем, сейчас независимость полноценная может быть только у какого-нибудь племени дикарей с дальних островов. Таковые на самом деле еще остались. Они их знают просто, знаешь, так, в целях научного интереса не трогают, наблюдают. А грабить их всегда успеют. А по поводу от России, не от России. Ну, вон, посмотри на Европу. Как замечательно они избавились от зависимости от России. Сидят и радуются. Не знают, куда еще радость девать. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish.
still have so much left that needs doing. Лобосики. Обколются опиумом и ебут друг друга в жопы. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Очень странная постановка сцен. No, it never got easy. По всему Лондону копают братские могилы. В городе новая эпидемия. Угу. Лекарство он купить не смог. Она говорит, что хочет мяса. Надеюсь, это не зомби-эпидемия. Впрочем, что-то мне подсказывает, что примерно так и есть. Раз уж у нас тут еще и вампир ходит, то только зомбаков и не хватает. Бекки на него напала, прыгнула на него с лестницы и пыталась укусить. Угу. Похоже, она умерла, возможно, от голода. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Очень рационально. Ну ладно, предположим. Только ведь этого его нихуя не убьет. А, нет, убила. Ладно, быстрая концовка, окей. Или это что?
Нет, ни хрена. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who changes blood in sunlight into a glowing reflection. Окей. Аутофагия. Вы расходуете собственную кровь, чтобы мгновенно восстановить здоровье. Окей. Предположим. То увеличивает исцеление. Увеличиваем скорость, но уменьшаем объем. Тут, возможно, косяк какой-то с описанием. Потому что стоимость повышается, но... но увеличивается объем. Все, окей. Окей. Чтобы разблокировать наступательный навык. Угу. Создает копье из крови, швыряет его во врага. И на это тратится кровь. Что-то на вроде мины. Или это тип урона? Стоимость, в принципе, одинаковая. Отдельный вопрос. Тут больше ближний бой или дальний? Потому что, в принципе, у нас есть и мачете, и пистолет. А когти только вблизи. Стоимость у них одинаковая. Проходит сквозь всех врагов перед вами. Всем живым существам перед вами. Давай возьму лучше когти, наверное. Не попробовав, не узнаешь, верно ведь? Так, теперь нажмите «Отдохнуть». В общем, каждый раз отдыхая в каком-нибудь убежище, можно прокачаться. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Кто-то приперся, что ли? Голоса вроде слышу. Ага. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here!
Предположим. My head's spinning. It's locked. Заперто. Окей. Тут что? Кастрюля блястит. Кто-то ее отпидорил до блеска, прежде чем сдохнуть. Это оружие обладает особыми эффектами. Не знаю, ничего. Ну... Пистолетом, видимо, и нельзя особо пользоваться. Так, ну какими особыми эффектами может обладать кол? Оглушить врага. Оглушенного можно... Да, блядь, беги ты, сука! Понял. Блять, так и ни разу не применились эти сраные когти. Блять. Да, бляха-муха. Может, нужно именно так вот? Я, короче, не вкуриваю, как оно работает. Блять, какой-то пиздец, вот, честно говоря, с управлением. Кровь закончилась, поэтому это говно не применяется. Оно и так не применяется. Какую бесполезную способность я, блядь, выбрал. Ебучие когти. Так, карантин в связи с эпидемией. Понял. Не входить, не выходить. Штраф платить и идти нахер. Понял. Стандартные приемы властей. Еще и при этом, походу, война идет. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Чего? О. Мелкая закуска. Я слышу еще закуску. И почему оно висит? Оно висит. Вместе со всем компом, судя по всему. Оно пошло ли там?
Так, я не понял. Ну-ка, F5. Эта страница Ютуба тупит. Или у меня ОБС мозги ебет? Да, эта страница Ютуба тупит. Так. Оно какого-то хера взяло и повисло. Совсем, вместе со всем компом. Обалденно, короче. Может, дело в ОБСе. Может, в чем-нибудь, что я до этого запускал. Бывает. Может, еще в какой-нибудь хуйне. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Но если оно сегодня опять будет виснуть, тогда, скорее всего, придется думать, что делать завтра. Тут тоже заперто, да? Привет, Серег. Интернет? Нет, это не интернет. У меня все зависло. Пришлось комп перезапускать. О, закуска. Мелковата закуска, конечно. Ну да ладно. О, бабло. Позволяю с первым вайпом, Сережа. Теперь все по новой. Точнее, все по-старому, но по новой. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. Вроде бы можно обойти. The smell is so strong. This is a slaughterhouse. It's locked, all right. Заперто. Да, именно так, Серег. Раст требует очень много времени. Если там хочешь чего-то добиться. Везде все заперто. О, у нас есть карта. И на ней можно ставить 2 отметки. Это, наверное, полезно. 2 отметки, необычно, кстати. Так, я хочу еще по бокам осмотреться. По-любому где-то там до сям какая-нибудь халява приныкана. Хотя, если тут условно открытый мир,
это уже не факт. А тут, походу, открытый мир, потому что, походу, и крафт есть, все дела. Могу подсказать одну игру, в которой электрика решает, но ты на ней бошку сломаешь. Брат-травма. Там реально хороший электрик, он по команде подлодки сэкономит целую кучу бабла и времени и нервов. Наоборот, там даже у стандартных подлодок, насколько я знаю, можно переложить проводку так, чтобы нечего было чинить. А это значит, один человек свободен. Постоянно. Плюс там, насколько я слышал, буквально один проводок кидаешь хитрым образом. И топливо экономится, пока ты пристыкован к какой-нибудь станции. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Бля, почему мне вот это вот сейчас напомнило одну миссию в третьем Ведьмаке? Я высосу твою кровь, хер ты у меня пососешь. Или как бишь там он там отвечал. Когда охотились на вампира, который чисто алкашей только преследовал. Да, надо как-нибудь засесть тоже на стримах за Ведьмака. Ну, так же, как и за целую кучу прочих игр. Качество крови неизвестно. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Написано, конечно, помойный пес, но свор — это канализация, то есть канализационный пес, по идее, должен быть. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last Испанка. summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Так, I'll leave then. Thank you. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse.
Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to... My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. I think drink no longer stirs me. У него, по сути, странный шкаф позади, а это лодка. Внезапно. Так, сразу посмотрю, нет ли тут чего-нибудь. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence?
That's none of your concern. Вот это лучше бы Sir, you рассказал. have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. На самом деле это очень подозрительно, потому что не исключено, что он сам вампир. И это он высосал жертву. Но предположим. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I don't know yet. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Там тоже следы крови. Расспрашивают местных. My attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Not long ago, this He didn't sort of mess deserve would have this. given me a laugh. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Выглядит он крайне заразным.
What happened tonight? He was dead drunk as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Подсказки о горожанах. Так. Ну, в общем, как вариант, можно для прокачки либо жрать всех подряд, либо выискивать особо опасных. Либо, понятное дело, и тех, и других. Но в первом и третьем случае, скорее всего, мы получим плохую концовку. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Так. I'll leave you to... Этот ничего не скажет нового. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Hey, I told you. Так. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the cannon factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Так. Куда-то туда. Get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Смотреть лодки. О. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. Вероятно, охотник. What's this? Some sort of note. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge.
Внутри кровь. Здесь кровь, там кровь. Понял. Что ничего не понял? Блин, что, сука, с мышью тут творится? Помню, такая же проблема с управлением. В этом самом Call of Cthulhu была, которая Dark Corners of the Earth. Так, оружие дальнего боя. Где оно? А, ну есть огнестрел. Как его выбрать? По идее, должно на колесико вертеться. Так. Некоторые враги имеют сопротивление. Оранжевый означает сильную устойчивость, среднюю устойчивость, красный высокую. Ладно, предположим. Ладно. По чуть-чуть, короче, приспосабливаемся. That's this nest of them cleaned out. Так, этот смотрит в эту сторону.
Новый коллекционный предмет. Смотреть не дали. Так. Кровавый след ведет дальше. Давай тогда сперва здесь еще осмотрюсь. Обычно, если в игре есть какие-нибудь предметы для крафта, лучше их собирать. Чем больше насобираешь в начале, тем комфортнее будет в конце. Выносливости нет. Старая лупара. Походу двухстволка, да? Ну или типа того. Как ее в руки-то взять? Что вроде как на колесо должно прокручиваться оружие. Да, фиксацию лучше, в принципе, не применять. Она тут, ну, такая прям. Это оружие ближнего боя на колесе. А дальнего боя как поменять? Патронов можно, в принципе, ограниченное количество, конечно, таскать, но... вот куда. Мгм. Так. Крысы обычно водятся рядом с убежищами. То есть здесь у нас есть убежище, судя по всему. Верстак. Так, что у нас в верстаке может быть? Лекарства для больных горожан, сыворотки для улучшения способностей, детали для улучшения оружия. При этом я могу улучшить оружие.
Либо наносимый урон, либо расход выносливости. Угу. Обычно урон лучше. Мачете. Делается из старого мачете. Так, кол, предположим. Бонус к оглушению. Меньше выносливости. Тут чего? Угу. Огнестрел прокачивается дальше. Так, что еще? Средства от переутомления. Анемия от сепсиса. Что можно переработать. То есть алкоголь надо перерабатывать именно. Часы. А хрен с ним. Переработаем тоже. Так, есть чуть-чуть опыта. Плюс здоровье. Плюс выносливость. Запас крови. Угу. Урон от укусов. Небольшая хилка при укусе. Может быть очень полезно на самом деле. Но первым делом я качну выносливость, потому что выносливость и здоровье тоже. Ладно. Опыт как-нибудь заработаем. Ага, враги при этом отреспавнились. За этих, кстати, опыт не дают. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Свежая кровь. Да тут пиздец какой-то, а не свежая кровь. Ты чё, с ума что ли сошел? О, будет махач. This creature is bedeviled. I must put it down.
палится. Ладно, предположим. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Так, сперва попытаться определить, что случилось с Уильямом. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Так, туда я, походу, не могу запрыгнуть, хотя не факт. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William,
I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Так. Что там помощь нужна? I'll see you later. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah, it's my turn! Rotten or pristine, each heart contains the source of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My
guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Спейс, чтобы отпустить. Я лучше отпущу. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Может, даже удастся получить хорошую концовку. И тем более всего лишь 500 опыта за этого чепушилу. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Привет, Рома. Ну, можно, конечно, и так сказать, а можно как-нибудь иначе. Но в конце концов, нужна ли причина? Взял, запустил. Вроде играбельно. Вроде даже с атмосферой. I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Так, пару вопросов. Ну, как бы так сказать. Это ведь канал под разные игры. И в конце концов, какую клюнуло, такую и запустил. Удобно, знаете ли. Гораздо удобнее, чем 30 лет, блядь, стримить одну какую-нибудь тупую дрочильню. И всяко интереснее. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us.
Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Угу. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Угу. Второй этаж, слева от лестницы, последний кабинет. Ох, как ты мог подумать о таком, Рома, ё-моё. Осуждение от меня? Не-не-не-не-не. Ну, может, чуть-чуть. Но это не точно. А это кто такой? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Угу. То есть у него оружие, походу, можно еще покупать. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Но он продает патроны, в принципе, наверное, недорого. Откуда мне знать? Дробовик рычажный. Тоже, кстати, двухзарядный. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. А после лестницы направо или налево? То я опять забыл. Good evening, sir.
I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Клиент приехал покурить никак. Чё уж так-то? Thank you for your time. We'll talk later. Со многими неписями можно поговорить. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Медосмотр попробуем. Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Ну, я так скажу, Тритон. Обычно такие вещи лучше покупать целиком. Потому что... Ну, ты же знаешь этих китайских производителей. Там каждый суслик в поле агроном, как говорится. Каждый делает из говна и веток по своим каким-то там с потолка взятым чертежам. Понятное дело, что от одного к другому не будет подходить, даже если они от одного внезапно производителя. А над сваренной картошкой не надо дышать, ее надо жрать. Так вкуснее. Она прогревает изнутри. Полезно, говорят. И витаминов много. Is there anything else? I'm all right. Так. Что толку вот от этого, что я его осмотрел? Надо еще понять, как тут исполнять обязанности врача. Это вот я вообще пока что вообще... Ну, я тут вообще пока что вообще ничего не это самое не вдупляю. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. You always knew the words to calm the children, Ellen. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Goodbye, Mrs. Goswick. Пока что нихуя я не понимаю. Ну ладно. Это нормально. И кашли на публике. Требуются медсестры. The daily routine.
Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion make me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. They belong to you now. The life running Ладно, предположим. dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Это они так флиртуют? Что это за баба? I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust. Тут еще и дурка, что ли, для кучи. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Дура ты. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. Окей. Оставим ебанашку в покое. To your nocturnal activities. Так. А, тут еще что-то есть. А вдруг тут что-то можно спиздить? О, можно. Да, очень похоже на Синкник-Сити. Длинное письмо. Забить. Лень читать. Налево или направо? Murdered Cell Suspect. Помним. Не так уж давно была на канале, по-моему. О, пила. Кого пилить будем? It's locked, all right. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Так. Сейчас по фасту долутаюсь. Че? Какие еще иконы?
Скорость, гипноз, чутье. Ну слушай, Ром, а кто сейчас из производителей игры, ну из игроделов, вообще стабилен? У них у всех сейчас, по-моему, проблемы. Те или иные. У кого-то с головой, у кого-то с финансами. Одно другому не мешает. Вообще сейчас, честно, только инди-студии в итоге что-то хорошее делают, как по мне. А от крупных я вообще ничего не жду. Так, провести анализ. Войти в сад за больницей. Давай начнем с анализа. Это ближе. Remember me. Кстати, да, можно как-нибудь. Единственное, что у меня сейчас некоторые траблы с тем, чтобы с плохи стримить. Оно у меня на плохи именно. Слабая сыворотка регенерации. Моментально восстанавливает 300 единиц, потом еще. Угу. Но что-то мне подсказывает, что поначалу лучше лекарства в основном делать. Считай, из тех же расходок. Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Если нужно поспать. So much time now. Угу. Так, в кабинете есть окно, за ним строительные леса. Понял. Life is Strange. Не поминаю эту гадость в суе. Там что-то на попсовом. Что-то, как по мне, абсолютно невнятное. С очень странным... даже не то, что повествованием. С подходом к некоторым вещам, честно. Я ее когда-то запускал, что-то начал, потыркался. Мне стало так тошно. Я лучше в очередную индюшатину корявенькую побегаю, чем вот в этот попсовый Life is Strange. Так. Восстановление здоровья. От укусов можно, по идее, взять. Да, блин, если честно, все нужно прокачивать. А тут чего? Свертывание. Угу.
Давай-ка вот это вот возьму. И шанс исцеления. Угу. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Здрасте. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Да нет, все нормально. Просто она хотела пошариться в этой комнате, а вдруг там есть антисептики. It's locked, all right. Прекрасно ее понимаю. Я сам повсюду шарюсь, нет ли тут где антисептиков. А тут на деле ни септиков, ни антисептиков. Вообще ни хрена нету, короче. Так. Морг. А тут где-то еще сад вроде как за больничкой. Да. Как... А, просто передвинуть. Ой, где у них тут сад за больничкой? Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ах ты жопа, блядь, прицепился. Кого-то загрызли. А вообще ничего, знаешь, вот эту способность с когтями. Не особо удобно ее применять. Зато уж как попадет, так и нормально. Так. Морг. Найти в саду потерянный бумажник. Проще сказать, чем сделать. О, походу это и есть его бумажник.
Вернем по возможности. Пленная пробирка. Судя по воплям, тут кто-то есть. Блять. Вышел случайно. Тут что-то... Ага, понял. Мера против гриппа. Да не, это у меня старая привычка. Бегаю, лутаюсь, жму на все подряд. Вот нажал на все подряд. Бабло вижу. Если это, конечно, можно назвать баблом. Угу. Нужно где-то найти ключ. Так. Точки в основном выше. Но в эту сторону ничего нет. Тогда пошли выше. Угу. Influenza. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Mm-hmm. This key will surely grant me access to the basement. Что?
Целая куча запертых дверей. Игру по Блейду. Да, я слышал, но... Начнем с того, что там нет даже трейлера толкового. То есть там есть что-то вместо трейлера, но я считаю, что это просто заглушка. Не более того. А кто? Я просто... Опять-таки, я пока что не слежу за этим проектом. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Так. Так вот поменяю. Что дробовика у меня патронов по сути нету. Угу. С них, кстати, медицина лутается неплохо так. Ну, компоненты для медицины. Аркейны. Ну, блин, если это от создателей Dishonored, то может даже оказаться что-то стоящее. Не, сразу скажу. Она выйдет кривая и багованная. Тут, по-моему, без вариантов. Новый тип оружия для левой руки. С поглощением крови. Секунду. Ампутационный нож. С поглощением крови, да? Выносливости, в принципе, жрет немного. Пока трогать не буду, но вообще потенциально может оказаться полезной хренью. Так, доступно новое расследование. Сортировано по районам. Нести бумажник владельцу. Выяснить причину смерти. Так, сейчас, секундочку, вернусь. Воды наплескаю. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Передоз. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Он рыбак. The chest was originally opened to perform the operation.
The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. У него была пневмония, походу. Signs of internal bleeding. Или нет? So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Есть что предъявить другому доктору. Так. Тут явно арена битвы. Так. Кто впереди, что ли, там? Где-то кто-то рыкает. Рожопая у него способность с этой тенью. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Вполне вероятно, что да. Так. Тут чего? Верстак. Изготовить средства от переутомления. Загадочный рецепт. Простуда, бронхита. Ни хрена я средства от переутомления сделал. Было, видимо. Ой, здрасте. Выпало из него все-таки что-то.
Так, мне бы вообще в идеале еще от кого-нибудь отожраться. Никого. Ну и хорошо. Так, доктор. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Thank you for your time. Кого нам там? О! Вот с этим надо поговорить, отдать ему бумажник. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Goodbye, Milton. Ты что ли орешь тут у нас? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. I'll leave you for now, Mr. Cox. Интересный момент. Я думал, что вот этого человека больше и не увидим никогда. Ну, типа, решили его не убивать, окей, он сам уполз куда-нибудь под камень и сдох. Ну, условно. Или нет. Стоп. Угу. Так, Дороти Крейн. А где у нас эта самая Дороти Крейн, в принципе, обитает? Плюс у нас тут еще так-то вопрос... О, Дороти. Вопрос к какому-то из врачей. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Вот и причина, почему, ну, как один из вариантов, почему мы лечим людей. У больных людей качество крови хуже. Good evening, Mr. Goswick.
How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Так. You always knew the words to calm the children. С главврачом надо пойти поговорить. Напоминание о том, что, скорее всего, придется выпивать горожан. Но чем больше мы о них узнали, чем лучше у них состояние крови, тем, в принципе, целесообразнее. То есть оставляем на потом, а там подумаем. Biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Поговорить с покровительницей больницы. Блин, походу лучше все записульки все-таки читать. These men, they're a company of professional vampire hunters. Так, сейчас секунду.
Сейчас просто все перещелкаю, чтобы все отобразилось. Походу, врачи в этой лечебнице, они не совсем врачи, они скорее профессиональные охотники на вампиров. Профессиональные, а не те долбоебы, с которыми мы в самом начале столкнулись. Так. Есть коса. Пила. Повышенный расход выносливости при той же скорости атаки, как у мачете. Но урон потенциально гораздо лучше. Коса. Дай попробую с косой как-нибудь побегать. А вдруг понравится. Ну, как бы так сказать, на вкус. На вкус и цвет все фломастеры разные, но так на зубок кое-кого уже попробовал. Чуть-чуть. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Please continue. Every detail is essential.
I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Блин, вот все-таки играю сейчас в эту игрушку. Единственное, не хватает лицевой анимации. Ну, чуть-чуть не хватает лицевой анимации в диалогах, но в целом, слушай, как диалоги поставлены, мне нравится. То есть, как детективная игра, я считаю, она весьма так-то. Так, понял. Вот писулька. Коллекционный предмет. Чеснок никогда не защитит вас от этих существ. И абсолютно бесполезен в качестве защиты. В общем, скорее просто знак того, что здесь готовы к вампирам. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Саунд-дизайн. Ну, а хрен ли нет. Хромает. Прилично так. Ну ладно. В принципе, терпимо. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here.
Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Сплетница, которая ни хрена не знает. I'll start my investigation with them. Так. Стоп, у меня среди расследований местных так, доктор Коркоран Типец. Коркоран Типец. Стоп, блять. Кто там наверху? А, не то. Коркоран Типец. Где мне этого доктора было искать? Его тут нет. Хули он у меня на рабочем месте. Подумаешь, ночь. Я вон и ночью на рабочем месте. И вообще я тут живу. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Вообще-то согласен, но нам интересен тот, кто приходил. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. What can you tell? Let me guess. Ладно. Goodbye. Мышку отдай. Тут одна из... О, Типец. Тебя-то я и искал. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now.
eminent surgeon and blood transfusion specialist. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Kokorin, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Ну... Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Goodbye, Dr. Tippett. Я не буду предлагать ему оставить врачевание, потому что тут и так врачей не хватает. Тут и эпидемия, и черт тебе знает что еще. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Одна воспринимает в штыки, вторая просто отрицает. Call me if you need assistance. Насчет врачебной ошибки сплетничать не хочу. Так, нужно найти еще Дороти Крейн. Так, а это что еще за лужа крови за окном? Так, нужно найти Дороти. It's locked, all right. Они тут трахались, что ли? Я их прервал. У них какое-то сердцебиение было странное немножко. О. Ясно. Так, Дороти Крейн. А где она? Пипа Хокинс.
Так. Что тут за куча кровавых тряпок? Мне интересно. Отсюда не светится уже. Давай еще вот с этим пациентом поговорим. Он, ну... Ты поговорить. А ё-моё! Женщина! Is our little mystery closer to being solved, Dr. Reed? I think of nothing. Ладно, с этим стариком, походу, не поговорить, пока она не уйдет. Переутомление. Дать ему лекарство от переутомления, аль не стоит? Почему некоторые так вот подсвечиваются? Не могу понять. Ай, блядь, где это? Может, она наверху, кстати? Внезапно. Хотя... Ну, я бы, наверное, увидел. Ладно, хоть в принципе есть вот такой вот инструмент. Может, не совсем люди. Нет, такое ощущение, что прямо вот в определенных условиях они так вот начинают подсвечиваться. Стоп. У меня точка есть на радаре как раз относительно этого задания. В немножко необычном месте. Это еще кто такой? I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. I have all the information I need. Thank you, Doc. Те персонажи уникальные. Ну, да, похоже на то.
О. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. А потом выясняется, что у нас что-то лекарств не хватает. А на вон оно что. Надо пойти отобрать. Ну, скорее всего, если кого-то и убивать, то нужно совсем это по стелсу делать, так, чтобы вообще никто ничего не заметил. Он только что был здесь. Следы крови. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Ага. Вообще у этой косы не такой уж долгий замах, хотя выносливость она сжирает опупенно. Так, мне нужно вот этого сожрать. Надо, наверное, все-таки кол прокачать. Потому что это наш, я бы сказал, основной способ кормиться. Либо можно тот хирургический нож качнуть, потому что с его помощью вроде как тоже можно кровью питаться. Я, наверное, пока что самое практичное оружие — это, собственно, мачете. Так, сейчас эту хрень.
Ой, это двуручка. Сонный нож. Надо бы тоже его как-нибудь попробовать. Что он из себя представляет. Так. Тени горожан. Да, блять, не применяет способности. Слушай, а ни хрена себе кровушку можно этим ножом восстанавливать. Это альтернатива, видимо, прокачки укусов. Ты ж говнюк. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Окей. Да, пока им зарежешь, конечно, сам и зарежешься, но тут вот еще какой момент. Его же можно прокачать. И можно прокачать как раз в сторону повышения вот этой вот самой эффективности. Блять, я выбрался. Ладно, сейчас вернусь. Вот, а по поводу социальной составляющей, то есть тут где-то прям таблица. Кому побольше инфы-то будет? Собирается уволиться. Встречается с Милтоном Хуксом. Собственно, не вижу ничего страшного.
Ну, в этом плане, кстати, наверное, да. То есть определяем самую бесполезную семью потенциально. Ну, ладно, не семью, там группу людей. И их чисто в теории уже можно бы, наверное, сожрать, захавать, заточить. Так, тут явно с кем-то драться сейчас будем. А, я же увернулся. Ва, ядрить, коптить. Не, у меня трында, короче. Вообще без вариантов. Всё, меня заточили. Да? Да, ядрить, коптить. Бля, как ты меня так подсек? Блять, не на то кровь потратил. Ладно, хотя бы эта тварюга загоняется в станлок. Так же, как и я, кстати. Так, купон сестре Крейн. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Даже интересно, реально, что это она такое затеяла, что бесплатно раздает
купоны на медосмотры там да сям. Так. Берем колышек. Да чтоб тебя, блядь, хули ты крысу-то взял, долбоёба, кусок. Колышек надо тоже, думаю, прокачать. Ладно, хуй с ним, крысу тоже жри. Раз ты их так любишь. И хилку, наверное, надо бы прокачать. Да, все надо прокачивать. Так. Вон туда еще можно сходить. Хотя нет, нахрена. Крысу? За обед? Ну а хули делать? Картоху этот вампир жрать не хочет. Кровышу ему подавай. Гастрит ему, думаю, уже не грозит. У него такая регенерация, что... Он себе пулю в сердце всадил. И ничего, проснулся утром, подумаешь, там... вся кровать в менструации. Давай ему все-таки, наверное, дам это лекарство. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? А, лекарство от переутомления. Я ж там кому-то его уже... I will see you later. I'll leave you for now. Так. Пойду покрафчу лекарств, что смогу. Так. Вечно забываю, направо или налево. Где у меня там кабинет? Здесь вроде. О. Ва! Ладно. Подумаешь. Сюда. Так, для начала. Оружие. Во-первых, я бы качнул пилу. Нужны части обычной рукояти. И нахрена я качал мачете, если оно дальше не качается, в принципе. И разобрать нельзя, к сожалению. Ладно. В принципе, я могу... Кол точнуть. Плюс, ну, почти удвоить оглушение, которое он дает. В принципе, тема нормальная.
Все-таки как инструмент он себя отрабатывает. Так, поглощение крови. Почти в 2 раза можно сделать. А, нет, даже не почти, оно... Короче, до хрена на самом деле. Крошечная часть обычной рукояти. Ладно, этого у меня пока нема. Косу. Ну, на высоких уровнях-то она крутая. Хотя, наверное, пилу все-таки целесообразнее всего качать. А, она при этом еще и кровь поглощает. Вот прикол пилы. Пила мало того, что в принципе имеет урон, она еще поглощает кровь. Но ее лучше тогда именно в кровь и качать. Ну ладно, подумаем. Подумаем. То есть пилу в приоритете качнуть. Вот это вот бы поразбирать или продать на самом деле. Некоторые вещи. Так, а тут у нас чего? Предметы заданий. Это можно поразбирать, кстати говоря. Кстати, стоп. Поразбирать. Что оно у нас, по сути, только на стандартные компоненты. Да, жалко, нельзя извлекать материалы. Так. Вот переутомление. Простуды еще можно сделать. Еще отдельный вопрос, где вообще добывать все эти материалы, но с упырей вроде канализационных что-то добывается. Сыворотка регенерации. Это вот она сама так пополнилась, я ее не крафтил. То есть, в принципе, она откуда-то берется. Надо ее поставить тогда. Слот расходки. А, она уже стоит. Заебись. Заебись. Сюда тогда ревик. По возможности надо, короче, именно пилу попрокачивать. Причем я ее, наверное, в сторону сбора крови буду прокачивать. Чтобы кровь ей нормально так вытягивать и... Блин. Или в сторону урона чистого лучше и не париться. Потому что, ну, с чистым уроном может и не потребуется отхиливаться. В то же время, если она будет собирать кровищу для меня, можно будет способностями еще закидывать. А это, возможно, гораздо полезнее в перспективе. Хотя способности прокачивать сложно, если никого не жрать. Ладно, кстати, да, насчет способностей сейчас вот прокачаюсь.
Так. Что я могу... Хилка дорогая. Хилку качать дорого. Это что? Прыжок к цели, нанесение урона во время приземления. Теневая завеса. Раствориться во тьме и стать невидимым. Тратит выносливость при ходьбе, да и даже без ходьбы тоже. Потенциально, конечно, классная вещь. Наверное, пока попрокачиваю то, что недорого прокачивается. Дальше он уже растет стоимость прокачки. Урон от укусов. Наверное, тоже стоит качнуть. Наука. Могу носить 3 сыворотки. Могу носить больше патронов. Хотя бы минимально вот эти вот вещи нужно, думаю, качнуть. Когти. Тут дорого. Ну мне уже ни на что не хватает. Все, то есть пока что все. Так, каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Также может ухудшаться из-за распространения болезней. Если состояние здоровья жителей района окажется ниже критического, район погрузится в хаос. От головной боли у нас, по-моему, ничего нет, но вот этому можно дать лекарство от переутомления. Уже, может, получше будет. Ну и плюс, вот тот чел, которого мы спасли в канализации. Вроде как, если бы мы его не спасли, то... Так, слушай, тут ящики, походу, можно все повторно обыскивать через некоторое время. Короче, если бы мы его не спасли, то бы сдох, по всей видимости. Тоже, наверное, интересный момент. Его можно было не спасать, а сожрать. И, скорее всего, мне бы за это ничего не было. Но сохраним эту консерву до последнего. Так, слушай, походу фишка с обыском здесь примерно такая же, как в Синкен-Сити. Там тоже, если отойти подальше, то содержимое ящиков восстанавливается. Насколько я помню, я там фармил материалы, буквально нашел 2 места, между которыми можно безопасно перебегать, и в которых до хрена материалов. И бегал туда и сюда, туда и сюда.
как раз они находились на таком расстоянии, чтобы содержимое сбросилось. Конечно, эксплойты, но вот так вот по чуть-чуть собирать гребаные материалы. Да, тут, конечно, объяснили, что в городе творится полный пиздец, что лекарства высрать неоткуда. Так, нужно этому лекарство от переутомления выдать. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Эх. Вот этому говнюку даже помогать на самом деле не хочется. Но он нас потом накормит. Когда мы выясним про него все, он будет уже достойной жертвой, чтобы его просто сожрать. Госпиталь полон. Пожалуйста, валите домой. Жизненное дерьмо. Прекратить шантаж. Симулятор фермы. Ну да, типа того. Эх. Слушай, давай на сегодня пока стопорнем. Что-то меня уже ватрушит. Пора, наверное, батониться. Значит, всем спасибо, кто смотрел. Раз что смотрели, то с вас лайк. Остальное, как обычно, по вашему усмотрению. Но продолжение, наверное, все-таки следует. Потому что, а почему бы и нет?